Периодизация — это такие методы в тренировках, которые позволяют нам более длительное время прогрессировать, обходя стороной застой в результатах или снижать их частоту появления. Это помогает плавно менять нагрузку, увеличивать и уменьшать ее вовремя. Периодизацию использовать можно как инструмент для роста силовых показателей, мышечных объемов или же выносливости. Есть мнение, что периодизация — это инструмент только лишь для профессиональных атлетов, которые сидят на витаминках. Я же предлагаю разобрать тему периодизации нагрузок в базовых тренировках на турнике и брусьях для натуральных атлетов. А в конце покажу готовый пример составления программы для прогресса в подтягиваниях, отжиманиях и выходах силой. Это канал Владарович. Я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой и поделюсь своим опытом и практикой других атлетов. Каждый из нас, кто занимается хотя бы год, сталкивались с застоем в результатах. Как это бывает? Начинаем тренировки, первое время, недели, возможно месяцы, прогресс растет прямо на глазах. Делаем больше подтягиваний, отжиманий и, дойдя до 10, 15, возможно 20 раз, на этом часто застреваем. Тут у каждого по-своему. Тело уже максимально адаптировалось к нагрузкам, утомление накапливается, и мышцы требуют разного времени восстановления, в зависимости от их размера. Ну, например, в подтягиваниях спина восстанавливается больше дней, чем бицепс после предыдущей тренировки, что в принципе не секрет. А еще учитываем срок восстановления сухожилий, и если постоянно будем давать такую повышенную нагрузку, делать много подходов в отказ на новых тренировках, и при этом одинаковое время отдыхать, то со временем мы уже надолго можем упереться в определенное количество раз и застрять. Во-первых, прежде чем начать использовать периодизацию, нужно разобраться с вашим текущим графиком тренировок, а именно частотой тренировок. Я уже делал отдельное видео, но тут скажу лишь то, что когда тормозится прогресс, просто попробуйте отдыхать не один день, как часто это делают, а 2 или даже 3 дня между занятиями. Также нужно пересмотреть основы. Может быть, прогресс остановился потому, что вы стали чувствовать себя сонливым, не досыпаете или не хватает витаминов. Не всегда ведь получается нормально и регулярно поесть, или в конкретный период добавились каких-то жизненных стрессов. Если мы тренируемся более редко, например, с отдыхом в 2-3 дня или больше, то с одной стороны мы лучше восстанавливаемся и каждую тренировку будем выкладываться. Но прогресс все равно будет более медленным и все равно когда-то чуть позже, но затормозится. Если же мы хотим продолжать тренироваться более часто, например, через день, чтобы якобы сделать больше тренировок, дать больше нагрузки и прогрессировать быстрее, то тут нам, во-первых, нужно усиленное белковое питание для восстановления и повышенная норма сна, но в тренировках уже можно использовать периодизацию. Есть несколько вариантов периодизации. Или мы чередуем, например, пару недель тренировок на основную цель, допустим, это выносливость, в определенных движениях, и затем неделю делаем силовой работы, то есть меняем тип тренинга, количество раз, добавляем отягощения, меняем время отдыха между подходами и даже, возможно, упражнения. Или же проводим неделю пониженной нагрузки после 2-3 недель тренировок на выносливость. То есть делаем тренировки в 40-50% от того, что мы обычно выполняем. Снижаем количество подходов или повторений. Второй вариант периодизации – это чередовать нагрузку внутри недели. То есть в рамках одной тренировки мы делаем какие-то упражнения с тяжелой нагрузкой на 85-90%, а некоторые упражнения повторяем с прошлой тренировки и снижаем нагрузку до 30-40% от тяжелой. Это, во-первых, поможет вам не так сильно перегружаться при таких частых тренировках через день. А во-вторых, легкая нагрузка поможет еще и лучше восстановиться тем мышцам, которые работали в прошлый раз. Такая очень легкая нагрузка чаще полезнее, чем просто полный отдых. Также можно проводить и отдельные легкие тренировки среди недели, просто между тяжелыми. Это как бы и не будет отдыхом, но и не будет полноценной тренировкой. В зависимости от цели, иногда на тяжелых тренировках допускается 1-2 отказных подхода, но довольно редко. Теперь давайте разберем ситуацию с прогрессом и периодизацией для разных целей: выносливость, силовая работа и наращивание массы. Кстати, если будет интересно составить индивидуальный план тренировок с моей помощью, то обращайтесь в личные сообщения.
Мой тренировочный стаж с 2011 года. В целом, если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов. Я подготовил для вас электронную мини-книгу, и там описаны практичные вещи по тренировкам, ошибки и приведенные примеры плана питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на удобную вам символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. В периодизацию включаются такие временные отрезки, как период на работу с выносливостью, дальше период силовой работы, затем скоростная работа и период выхода на пик. Тут отказы почти не используются. При наборе массы есть периоды самого набора массы, период силовой работы и период сушки. Тут часто тренируются отказами. При тренировках на выносливость тут уже все максимально интересно. Канал все-таки о воркауте и о тренировках на турнике и брусьях. Основное, что вы должны понимать о тренировках на выносливость, это должна быть вариативность нагрузки. Если мы хотим увеличить количество подтягиваний без отягощения, вовсе не нужно каждую тренировку делать все подходы в отказ. Это сработает далеко не на всех, и прогресс будет недолго. Но отказы должны быть. Пару-тройку тренировок на месяц. Основная часть работы будет делаться не до отказа и вариациями в упражнениях. Где-то мы подтягиваемся с резиной, где-то в австралийских подтягиваниях, где-то с небольшим отягощением в районе 5 кг. А основные тренировки делаем для целевого движения, то есть самих подтягиваний. Полезно тренировать иногда и в силовом стиле, с непривычными для нас большим отягощением, например, на 5-8 раз. Также делать различные сеты, типа обычные подтягивания, плюс подтягивания с резиной, плюс австралийские. Висеть в статике на время на согнутых руках. Или же делать сеты посложнее. Выходы на 2, плюс отжимания от турника, плюс подтягивания. Давайте разберем конкретный пример построения недельного отрезка тренировок для 3 движений. Подтягивания, брусья и выходы на 2 руки. Кстати, для закрепления этого материала расширенную текстовую и аудио-версию сюжета я оставлю в большом телеграм-канале единомышленников по тренировкам с весом тела. И нас там уже более 4000 человек. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно задать вопросы, почитать мои статьи. Ссылка под видео. Итак, понедельник. Подтягивание. Тяжелая тренировка на 85-90% повторений от максимума. Брусья. Легкая тренировка на 30-40 повторений от максимума. Среда. Брусья. Тяжелая тренировка. Выходы на 2. Легкая тренировка. Пятница. Выходы на 2. Тяжелая тренировка. Подтягивание. Легкая тренировка. Прогрессируем за счет увеличения объема нагрузки, общей суммы повторений. Но при этом далеко не обязательно ограничиваться только 7 днями в неделю. Расширяйте такой цикл до 10 дней спокойно, если необходимо. Еще одну легкую тренировку, 4-ю, можно в принципе провести для подтягиваний и отжиманий в субботу или воскресенье. Выходов силой хватит и 1 раз в неделю, так как похожие мышцы работают уже в подтягиваниях и отжиманиях. Конечно, тут важно подстраивать количество дней отдыха под себя индивидуально. Как это сделать, было уже видео на канале. Периодизация — это, конечно, хорошо, но могут возникнуть непредвиденные моменты, например, травма. И чтобы минимизировать риск их появления, важны 3 составляющие: разминка, растяжка и тренировка мышц-антагонистов для основного движения, которые и помогут подстраховать основные мышцы при тяжелой нагрузке. Например, мы тренируем чаще всего подтягивания. Тут работают спина, дельты, бицепс из основных. То есть нам нужно позаботиться об их дополнительной разминке до тренировки, растяжке после тренировки и укреплении мышц антагонистов. Грудные, трицепс, на которые мы делаем упражнения в конце тренировки. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментарии, если у вас остались вопросы. Отвечать стараюсь каждому. Нажимай на плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета — Владарович.